Принцип был простой. Просто люди мне доливали бензин. Я ему помогал как пистолетчик. А без личных взаимоотношений вся эта религиозная жизнь, она, наверное, не имеет никакого смысла. Хороший человек, но у него были такие крайности. Учился я не очень хорошо в школе. И ходил с пацанами в футбол, гулял в основном. Двери открылись. Я попал в Новоодесский филиал облэнерго. Ты выбрал иметь чистую совесть. Она мне говорит, пойди в церковь. Это Бог. И я так, знаешь, а если 5, то я крещусь. Ух ты. Да, и я сдал на 5. Там принесли список, с 30 человек. Тебя и еще одного парня просто вычеркнули. Но это не я тебе сейчас говорю. Тебе говорит Бог через меня. Делай сам. И Бог тебе поможет. Слушай, это вызов. Это вызов. Да. Писали дипломную работу сами, только 3 человека. Я только знаю, что гораздо лучше получается кого-то критиковать. Я понимаю, что эти ведущие не настоящие, но сгенерированные ИИ. Меня это немножко пугает. Я никогда не буду использовать искусственный интеллект. Точка. Или это работает не так? Юмор, он в первую очередь нужен мне. Никогда бы не подумал о такого о тебе. Самая большая гора в жизни человека – это он сам. Ты понимаешь, что, слава Богу, что Бог вывел, что все так, как оно есть. Ты все-таки ждешь Божьей воли. Обязательно какие-то двери открываются. Дорогие друзья, рада вас приветствовать на очередном подкасте «Горчичное зерно». И сегодня у нас в гостях Сергей Свешников. Сергей, если представить героев Библии, тех, которых ты знаешь, кому ты ближе себя ассоциируешь? Кто на тебя больше похож? Скорее, на кого ты больше похож? Скажем, по характеру, может быть, по жизненному пути, кого бы ты выбрал? Знаешь, Ирина, я думаю, что как бы мне не хотелось быть похож на Иосифа, допустим, или на кого-то еще, все-таки, наверное, Фома неверующий. Почему именно он? Потому что он как бы видел очевидные вещи, но перепроверял все, хотел удостовериться точно. Как бы была какая-то доля сомнения, какое-то недоверие, критики. Что-то такое я в себе на самом деле нахожу, если честно. Хотя вроде Бог и открывает, и показывает, и проявляется, а мне все равно надо еще, Господи, а вот покажи мне, утверди, а точно ли так, а точно ли ты хочешь, чтобы я это сделал. Все-таки, наверное, Фома неверующий. Спасибо. Неожиданный ответ, но я ценю, что ты это делаешь искренне и честно, что ты не сравниваешь себя. Я бы хотела, я Петр. Хотеть не вредно. Да. Мне интересно узнать у тебя в твоей жизни, какие, может быть, 1-2 главных переворота или испытания были, которые, скажем, может быть, перевернули твою жизнь, твое понимание? То есть 1-2 главных важных события, именно меняющих кардинально твою жизнь. Что тебе приходит на ум? Это в духовной жизни, да? Или... Нет, именно жизнь. Именно в жизни. Это может быть и духовное событие, и какое-то другое. Знаешь, Ирина, наверное, может быть, я не могу так сейчас вспомнить что-то такое, чтобы произошло какое-то, я шел в одном направлении, потом что-то произошло, и я поменял это направление. Но некоторые вещи как я уже сказал, я как этот Фома неверующий. То есть я иногда иду по какому-то пути, и все-таки что-то внутри меня, оно меня жжет. И это даже еще до церкви. И оно заставляет меня поменять этот путь. Поменять на примерах можно? Давай, конечно. Знаешь, ты задала этот вопрос, я вспомнил случай на Украине, когда... Я работал на цемзаводе, и зарплата была просто мизерная. Реально мизерная зарплата была, и жена должна была родить уже Максима, 2-го ребенка. И ситуация финансовая была очень слабенькая у нас. И мне родной брат предложил, давай я тебе помогу устроиться на заправку, ты будешь зарабатывать в 3 раза больше. И я согласился, я взял отпуск, я пошел с ним на заправку.
Я понимал, что придется где-то чем-то поступаться. Я тогда в церковь еще не ходил, но я не думал, что до такой степени. Принцип был простой. Просто люди мне доливали бензин. И... О, забавно. Да. И я ему помогал как пистолетчик, знаешь. И я ему помогал как пистолетчик, и там своя... Но ты знал об этих махинациях. Я как бы, да, я когда как бы понимал, но я не знал до какой-то степени, знаешь. Вот ты говоришь о каких-то переломных моментах, и было желание, деньги нужны, естественно, как и всегда, они были нужны, будут нужны, но на каком-то моменте я просто увидел просто этих простых людей, которых просто дурят. И знаешь, вот Ну, этот давай день... говорить тогда по-честному. Обкрадывают. Обкрадывают, да, обкрадывают. И я так, знаешь, остановился, я так к нему подошел, говорю, слышишь, брат, я не могу просто. Я просто не могу. Он меня, естественно, не понял, но я тебе скажу, что я даже не добыл с ним это. Я уже сейчас понимаю, что мне как-то стало страшно. Знаешь, мне как-то стало страшно. Как я буду вот так вот обманывать этих простых людей? Не по нутру мне это. Не нужны мне такие деньги. Лучше я не буду их зарабатывать. Не буду как прежде жить, чем я буду вот так вот. Что-то такое, знаешь, что выше разума, что выше логики. Что, казалось бы, брат меня не понял. Он говорит, ты что вообще? Ты о чем ты думаешь? У тебя жена вот... Я говорю, так вот, потому что она у меня и беременна, поэтому я об этом и думаю, что... Моя жена была верующая. Я был неверующий. На тот момент, да. Катя была верующая, и какое-то влияние, естественно, я испытывала, хотя... Стыдно признаться, я очень много критиковал ее, и даже когда перед тем, как стать членом церкви, я очень много просто... смеялся, можно так Да, сказать. можно так сказать. Смеялся, издевался, подкалывал и так далее, и так далее, и так далее. Слушай, Сергей, а почему ты называешь это событие переломным? Почему ты его включаешь туда как кардинальное изменение? Почему именно этот пример пришел тебе на память? Я не знаю, почему он пришел, но вот как-то так, знаешь, я думаю, если бы так жизнь не сложилась, то, наверное... Ты имеешь в виду, что ты тогда бы не оказался в церкви? Возможно. То есть, скажем, это был как бы твой ответ тогда Богу. По какому пути ты идешь? Да. Ты знаешь, я вспоминаю свой пример. Я не знаю... Действительно ли это так? Понимаю ли я тебя? Если не так, то поправь меня. В моей жизни, когда я, скажем, приняла в своем сердце, что я хочу верить в Бога, тогда я была совсем ребенком, мне было 18 лет, я себе пообещала, что я буду покупать билеты в общественном транспорте, что я всегда буду платить в автобусе или в трамвае, потому что тогда в постсоветском Союзе, окончание Советского Союза и чуть-чуть после, это было начало, когда все старались не платить за транспорт, и ты чувствовал себя победителем, когда ты случайно проныриваешь мимо кондуктора, и он тебя не заставляет оплатить, и это твоя маленькая победа. Но именно в тот момент я сказала себе, я всегда буду платить. И я соблюдала это правило. Я не знаю, может быть, это событие как раз синхронизируется с тем, что как бы ты внутри себя ответил на призыв Бога. Ты выбираешь честную жизнь или ты выбираешь продолжать прежнюю греховную жизнь и делать что-то, что не согласуется с твоей совестью. Понимаешь, Ирина, сказать, чтобы как бы у меня какая-то была такая греховная жизнь, которая так вот кардинально, очень сильно отличалась. И, в принципе, я тогда уже, мы жили в Ольшанке, я тогда уже слышал о Боге, все. Просто, возможно, религиозная жизнь, это как бы, это хорошо, но это все-таки, я знаю, что есть люди, которые всю жизнь ходят в церковь и считают, что у них все хорошо с Богом, и они живут так активной религиозной жизнью. Я не хочу о ком-то конкретно, я вот о себе. Да. Но параллельно они переступают через какие-то вещи, которые Господь открывает им. А без личных взаимоотношений вся эта религиозная жизнь, она, наверное, не имеет никакого смысла. Как на меня, знаешь. То есть нет смысла ходить в церковь и в то же самое время делать какие-то такие дела, которые даже в миру не приветствуются. То мне тяжело сказать, было ли это таким переломным моментом, но я думаю, что одним из таких моментов это было. И я еще очень-очень долго не ходил в церковь.
после этого. Да. Очень-очень долго мне не нравилось. Пастор там, ну, он давил на вегетарианство, что для меня было вообще неприемлемо, как-то, знаешь. Скажем, были какие-то правила, с которыми ты был категорически не согласен? Да, он был хороший человек, но у него были такие крайности. То есть ты не спасешься. И это, знаешь, если бы я уже, допустим, имел на тот момент какой-то большой стаж, то, скорее всего, что я бы его понял. Но тогда я его вообще не понимал. Что стало окончательным моментом, я не знаю, может быть, такое было, может быть, нет, после чего ты сказал: да, Боже, я твой. Я даже говорил это в проповеди, я могу это повторить. Давай, потому что я не слышала, я не знаю. Я учился, у меня учился я не очень хорошо в школе. Приходил, закидывал свой рюкзак и ходил с пацанами в футбол, гулял в основном. И также техникум я тоже закончил, мне вот так сказали: пойдешь, папа сказал, там, пойдешь электриком. Электриком. Сказал бы, пойду сантехником, пошел бы сантехником. Как-то мне было все равно, не было никакой любви особо, ничего. Так вот я его и закончил. Но когда я уже после того момента, как вот, о котором я говорил ранее, что Бог меня не допустил мне работать и обманывать вот так вот осознанно людей, ты знаешь, двери открылись, и вскоре я просто чудом, но я попал на должность инженерную, имея свой жалкий техникум и свои жалкие знания. Я попал в Новоодесский филиал облэнерго на должность инженера, которая предполагала высшее образование. И так Бог устраивал в моей жизни, вот, скажем так, что я пошел учиться за счет предприятия с другими ребятами. То есть как бы тот момент, когда ты выбрал иметь чистую совесть, Бог стал открывать для тебя больше дверей. Это 100%. И показывать свое водительство. Да. И знаешь, вот как бы раз я уже об этом упомянул, мы учились, знаешь, как заочно учатся ребята, как относятся к ним, потому мы учились в Харькове. Ну, примерно, да. Примерно как стрижки овец, знаешь, так если по-простому. И вот я ездил в общежитие, все нормально, церковь я тогда не посещал. Пока у нас так не случилось, что у нас это наше общежитие, туда какие-то олимпийцы приехали, и у нас не было просто возможности жить уже на прежнем месте. А все ребята, подавляющее большинство женатые уже, люди уже не дети. У кого-то были деньги, все были с работой, опять-таки это было, наверное, более-менее нормальная зарплата. Но Харьков не дешевый город. И нам пришлось снимать какие-то квартиры и платить немаленькие деньги, там что-то $30 по 30 в день. Тогда это были большие деньги для Украины. Ты тогда уже был женат? Да, конечно, я был женат. И я говорю: Катя, слышишь, Катя, 2 недели я так точно здесь не проучусь. То есть я не смогу 2 недели жить и платить там по 30 или сколько, точно не помню. И она мне говорит: пойди в церковь. Пойди в церковь, я не помню уже даже адрес, где-то там возле ХТЗ, этого Харьковского тракторного завода, там где-то есть церковь, она узнала у пастора. Я сначала сопротивлялся, но потом все-таки нужда как-то заставила. Я пошел в эту церковь, пастор за меня помолился, на следующий день, я не помню, либо мне скинули телефон этой женщины, которая жила в центре Харькова, практически пару минут до этой вот Европейской площади, самой большой на Украине и одной, наверное, самых больших в Европе. Это площадь. И очень недалеко от, собственно говоря, моего университета, от моей академии, тогда это Академия городского хозяйства, очень недалеко. То есть 100% везение. А они ездили 2 остановки метро. Продолжали. Да. А я перешел к этой бабушке, скажем так, я уже до конца был у этой бабушки. Бабушка-адвентистка. Так. Бабушка-адвентистка, она сдавала студентам это жилье, и как бы меня все устраивало. Я не шумный, я приезжал на сессию один из последних, ребята приезжали раньше, ребята уезжали позже, у них была там своя жизнь, там расслаблялись, выпивали, я как-то этим не увлекался. Знаешь, и я у этой бабушки остановился, которая по субботам ходила в церковь, там, где, кстати, Апарин, Алексей Апарин, пресвитер. Известная личность, да. Там я познакомился с ребятами, там я познакомился с многими молодыми адвентистами. Мне это стало нравиться все больше и больше и больше. Но я все-таки считал себя самым хитрым, самым умным. Я дистанировался от этого всего. Мы исправно скидывали деньги, сдавали все это
все свои хвосты, все свои экзамены до тех пор, пока что-то произошло, и нам объявил наш староста, что, знаете, ребята, экзамен на бакалавра вы будете сдавать сами. Мгм. То есть даже какая-то комиссия и как бы... То есть вам нужно готовиться к Да, вам экзаменам, нужно а не только готовиться. платить. Это было очень круто, знаешь, учитывая, что такая... Что до знаешь, этого вы не учились. ну да, мягко говоря. И знаешь, как-то вот страх, вот та сила, которая всю жизнь меня... И если в технику мне было без разницы, то здесь у меня уже были какие-то Обязательно. желания, Мгм. знаешь. У меня были желания учиться, мне хотелось чего-то достичь, мне хотелось... Это было нелегко, потому что этот провал в знаниях огромный, и академия, знаешь, это просто нелегко, очень нелегко. Но я старался что-то делать, но все равно это было слабо. Я все равно скидывал деньги, все равно покупал это все. Пока не стал такой момент. Я уже ходил тогда с этой бабушкой в церковь, знаешь, и я вот так серьезно вот стал на колени и прошу, Господи, ну вот так как-то... Я понимаю, что, наверное, я сгущал краски. Мгм. То есть тогда был такой испуг просто неожиданно. Мы шли, и тут бабах, и сейчас тебя завалят. И такие мысли печальные. И я обратился к Богу, Господи, наверное, один из первых разов, когда я так вот осознанно так вот что-то хотел, и вот так, Господи, вот помоги мне сдать. Но я не хочу. У меня не было, наверное, трояков. Там все-таки я старался как-то все-таки что-то и сам, и все равно и покупал. Говорю, помоги мне, пожалуйста. И такой голос внутри меня. Я просил 4. Такой голос внутри меня, ну тогда 5-бальная система. А если 5? Я такой, ой, не верю. И знаешь, я так понял, что, ну это Бог. М. И я так, знаешь, ну, а если 5, то я крещусь. Ух ты. Да, и я сдал на 5. Понимаешь, я не знаю как, Мгм. но я сдал на 5, я вернулся, и это было уже поздней осенью, я крестился, потому что я пообещал. Вот так вот как-то Бог форсировал события в моей жизни, знаешь. Ну, это важное изменение, важный поворот в твоей жизни. А как насчет эмиграции? Можешь ли ты сказать, что иммиграция также является в Чудо. том числе прыжком веры? Да, без всяких сомнений, знаешь, Ирина, потому что на самом деле мне было неплохо. Мне было неплохо на Украине. Были свои, естественно, нюансы. В 2014 году была аннексия Крыма, и нас активно уже военкомат дергали. То есть активно дергали военкомат. И так как я работал на таком стратегическом предприятии, у нас были постоянно бронь. Нам давали бронь на полгода, на год, я уже не помню, что и как. И я помню, когда я уже собирался, это было страшно на самом деле. Бронь, это значит, это отвод Защита. некоторые или наоборот вас привлекали Наоборот, каким-то? тебя не То есть трогали. какая-то Тебя не защита, трогали, что да. тебя не привлекают Да. никаким военным действием, сбором или что-то такое? Военных действий не было, но людей привлекали, ну хотя в принципе в Донецке там уже что-то было такое, в Донецке, там Луганской области. Ну да, там было неспокойно. Да, военных действий не было, скорее всего это звучало, как тебя заберут на тренинг, знаешь, как бы, то есть тебя там на месяц, на полгода заберут. И были ребята, которые попадали под это дело. Я помню, секретарь пришла и говорит, у тебя там кто-то из знакомых есть? Я говорю, нет. Пришли представители, там принесли список там, с 30 человек. Мгм. Тебя и еще одного парня просто вычеркнули. Еще одно божье чудо. Да. И знаешь, это до сих пор я не знаю, как так. Конечно, люди по-простому петляли, они не хотели идти и так далее, и так далее, и так далее. И когда я уже получил выиграл эту грин-карту, то все было проще. Я просто купил, мне сказали, ну, купи хотя бы на бумаге. Я купил им пару пачек бумаги. И так меня Бог просто, знаешь, вот постоянно он я не знаю, за Отводил что, отводил от всякого. от беды, Просто, от неприятностей. просто. Я хотел еще один случай сказать, если можно. Да, давай. Если просто, я не знаю, как оно. Потому что это Рассказывай, конечно, мне Ты знаешь, интересно. вот когда я закончил этого бакалавра,
потом же магистратура, 1,5 года. Ну, это не магистратура, у нас был специалист еще, если ты помнишь, это такое в Советском Союзе, знаешь. Но это уже не Советский Союз, но... Ну, сейчас есть тоже такая система, что вначале учится на бакалавриат, потом переходит на специальность, специалист, еще дополнительное обучение, и потом уже магистратура идет. И ты знаешь, как бы таким образом, как мы учились, то, естественно, наши знания блестящие и так далее и тому подобное. И ну, блестящие ты ставишь в кавычках, да, естественно, в кавычках я ставлю. То есть для галочки. Когда я уже, да, я, может быть, открываю какие-то неблаговидные вещи, но... Ну, сложно сказать, как это сейчас изменилось, скажем. Я скажем как так, было, так было. Это эволюционировало до того, что многие даже уже вообще никуда не ездят. Просто на номера кредитных или каких-то дебетных карточек отсылают людям, которые занимаются, одним словом. Да, но ты хотел рассказать Я историю. хотел, да, рассказать. Знаешь, о чем? Положено было 3, по-моему, месяца на то, чтобы написать диплом. Но со мной было еще 2 человека, которые из нашего филиала. Два парня было еще, они учились, и я тебе скажу, что положен был этот срок, но, естественно, нам предложили, ну, ребята, вы можете купить, и это стоило, я уже не помню, сколько сотен евро. Не так уж вроде и много по нынешним меркам, но тогда было что-то евро, по-моему, 400 евро или что, и ты просто приезжал на защиту, тебе давали твой диплом, ты кое-как там его защищал и так далее. И тому ну, то есть, как бы, что бы ты ни написал, да. что бы ты ни написал. Ты ничего не писал вообще. Даже ничего не писал. Ты просто приезжал, там недельку ознакомливался с ними, что-то там промекивал, потому что понять эту... Огромный труд, чем-то там написанный научным языком. Формулы, все остальное, то есть, ну, все понимали, поэтому как бы все было так. Но у нас тогда был Фазлеев Руслан пастором, к сожалению, его уже нет в живых. Я очень благодарен ему, он, знаешь, вот очень добрые воспоминания у меня об этом пасторе. Он был таким, знаешь, я не запомнил ни одну его проповедь, но его отношение, знаешь, вот его отношение, такое дружеское, такое вот, я запомнил навсегда. И знаешь, когда я с ним делился, мы с ним играли в теннис. То есть он был как бы настоящим духовным отцом. Да, он был, и более того, он был другом, знаешь. Угу. И я ему эту ситуацию рассказал, помню, он к нам домой часто приходил, мы общались, и я ему такой говорю, знаешь, вот, Руслан, вот так, мне вот приходит время уже диплом этот, мне надо брать отпуск, но никто мне его, естественно, не даст, потому что там свои маразмы на этой работе, свои эти отчеты, свои все, много всякой бумажной волокиты, которую никто не сделает. Но они не возьмут человека на время моего отпуска и так далее. И он мне сказал такие слова, которые я никогда вот не забуду. Знаешь, он мне сказал, слушай, я хочу тебе сказать что-то очень важное. Говорит, причем я тебя понимаю. По-человечески я тебя абсолютно понимаю. Но это не я тебе сейчас говорю. Угу. Тебе говорит Бог через меня. Пиши, делай сам. О. Делай сам. И Бог тебе поможет. Слушай, ну это вызов. Это вызов. Да. За короткое время, когда ты работаешь, когда тебе не дают отпуск, у тебя нет времени на написания, пойти наперекор тому, что принято, сделано системой. Да. И я, естественно, я сказал, Руслан, ничего не получится, как бы я не хотел, как бы я не пыжился, смотри, вот те 2 других, они не будут, а я буду, и что там директор скажет, и что мне там главный инженер скажет, и так далее, и так далее, и так далее, но я попытался. Слушай, на самом деле это очень шикарный вопрос, потому что, мне кажется, с таким часто, я бы сказала, наверное, каждый из нас сталкивается. Вот, скажем, есть широкий путь, которым все идут, все так делают. Неужели это трудно? Что тут такого? То есть все тебя убеждает, что пойди вот этим легким путем. Зачем тебе эти дополнительные заморочки? Зачем тебе эти сложности? И только усложнять себе жизнь и, скажем так, показывать как бы еще свою особенность, что ты выше других, что вот я особенный. Мне кажется, на самом деле таким путем быть такой белой вороной, это очень нелегко. И это действительно такой, наверное, вызов веры, прыжок веры.
Это при том всем, что я себя не считаю каким-то, знаешь... Ну да, там, отличник науки и человек, который... И не только науки, я имел в виду даже в духовном плане. Я младенец, понимаешь, Да. я младенец. И я был уверен, что меня не пустят, но я просто все-таки как-то, знаешь, пошел к своему директору. И я услышал то, что я ожидал услышать. Что это было? Ожидал я услышать, мне сказали, ну ты знаешь, как бы твое место, вот мы не можем кого-то за тебя нанять, а работу-то надо делать. Посмотри вот эти два, не буду как бы оглашать, они же как бы и как-то пытаются, я им говорю, они будут покупать, а у меня нету денег, и я и не хочу это, я как бы в Бога верю. Ну, я уже как-то уже не помню дословно. Но мне сказали, если хочешь, можешь вообще просто уходить. Увольняйся и как? пиши, и делай. Это было первый Слушай, раз. это прям, да, это сильный удар, как бы, что делать дальше. Кстати, очень много людей проходит через это, когда им назначают те же экзамены в дни, когда они должны соблюдать шаббат. И тоже вопрос, как бы, либо тебе вообще учиться здесь, либо каждую неделю бросать вызов и говорить, нет, я все равно буду делать так, либо уступать системе и двигаться со всеми вместе. Знаешь, Ирина, я просто завершу этот рассказ свой, так сказать. Я не помню, через неделю, через две я опять пошел к директору. Я опять пошел к директору, получил примерно что-то аналогичное. Мне попытались теперь уже нормально объяснить, что, ну, ты видишь, сколько 4 корпуса облэнерго в Николаеве. Они же скидывают эту всю макулатуру нам, и нам надо отвечать на эти письма, делать эти техусловия, проекты и так далее, на жалобы отвечать. Я как бы был... Я был инженером производства технической группы. Это такая, знаешь, сточная яма. Все туда стекает, и ты должен эту вот бумажную волокиту все делать. Иногда приходится спать на работе. 2 раза я там ночевал просто. А с отчетами этими вообще домой набираешь. Угнетало то, что это никому не надо было. Понимаешь, на самом деле. Я-то понимал, это пережитки какой-то советской системы. И вот... Все уже компьютеризировано, но не у нас в облэнерго. У нас и компьютеризировано, и в бумажном варианте все это. И чем закончился этот раз? Закончилось тем, что все-таки я как-то дожал этого. Я сказал, я не знаю уже, сколько прошло времени, меня отпустили с тем, что я буду выходить на отчет. То есть я получил свои 3 месяца, и я его писал. Это я его сам делал. Я тебе скажу к своему стыду, из всего облэнерго, это же не только я учился, или наши 2 человека из нашего филиала, из всего облэнерго, из всех районов Николаевской области писали дипломную работу сами, только 3 человека. Wow. Один из них был начальник службы изоляции, другой тоже парень очень, очень смышленый. Я близко к ним не стоял. И плюс еще надо было ездить в Харьков на консультации. Я тебе скажу, что я ни разу не ездил. Я ни разу не ездил. Да, я там уже с ними консультировался. Ну, ты имеешь в виду к своему научному руководителю? Да, я не ездил к нему. Или один раз уже в конце я приехал, по-моему. Или я не помню. Но я не ездил на такие консультации, как они. И этот мой труд, он был вот, знаешь, когда я приехал, и я увидел их работы. Я же не знал, как его, я никогда раньше не делал, естественно. Ну да, там стандарты, оформления. Я все эти формулы, это все в печатном варианте. Вот в печатном варианте все это, это была такая папка. Вот такой толщины вот книга. А у них вот такие тонкие. Да. Знаешь, у них, я не знаю, просто там, что у них там было, какая-то фикция, какие-то уже выводы, я не знаю, что у них было. Когда я сдавал, они просто посмотрели на эту мою работу. На меня, как на немножко, наверное, нездорового человека. Они мне задали еще каких-то пару вопросов, я сдал на 5. Wow. Знаешь, я просто очень благодарен Богу. Я не пожалел ни на секунду, что я сам писал и так далее. Так что Бог ведет. Бог ведет, это я могу утверждать. Несмотря на то, что мы сомневаемся, на то, что мы забываем, то, что мы падаем, отворачиваемся, Он ведет нас, если мы Ему позволяем это сделать. Как иммиграция проверяет твою веру? Как иммиграция проверяет мою веру? Ты знаешь, сейчас уже после прошествия 9 лет, то более или менее все, какое слово плохое, устаканилось. Знаешь, устаканилось, да. Поначалу было очень нелегко. То есть, понятно, родные, которые там, ну, естественно, жена моя плакала постоянно. Ее родители остались там и так далее, знаешь. Но вот когда началась война, то
то мы просто благодарны Богу, что Бог нас оттуда вывел. Потому что нет никакой уверенности, что... Я понимаю, что это просто Бог нас вывел, и что все эти трудности, которые мы прошли, потому что мы прошли все эти трудности, нам пришлось продать наш дом. Я, скажем так, я больше, ну, как бы, у меня умер один брат, второй брат, тетя, дядя, то есть все осталось там. Более того, знаешь, как бы было что терять. У нас был свой дом, у меня была нормальная работа. Хотя я постоянно на нее жаловался, постоянно говорил всем, лучше бы я физически работал. Но когда я попал сюда, то я понял, что все было не так уже плохо. Есть с чем сравнивать. Да, есть с чем сравнивать. И сейчас иногда мы ропщим, ну, я конкретно о себе говорю, ропщим и вспоминаю и так далее. Но оглядываясь назад, вот так, знаешь, когда немножечко Бог приоткрывает и показывает тебе, дает тебе больше времени, то есть какие-то более временные отрезки, то ты понимаешь, что, слава Богу, что Бог вывел, что все так, как оно есть. Ну вот смотри, фактически миграция — это как начать жизнь с нового листа, да? Да. С чистого листа. Ты не знаешь, что тебя ждет впереди. Единственное, что ты выбрал, может быть, место жительства. Как в таких обстоятельствах понять, в чем воля Божья относительно тебя, относительно семьи? Как ты для себя это определял? Ты знаешь, может быть, я понимаю, что многие люди, может быть, как-то по-другому к этому относятся, то есть ставят какие-то цели, идут к ним, достигают. Я же, и у нас так, наверное, в семье получается, что мы вот как вот действительно тот формат, то есть мы колеблемся, мы вот идем, упираемся во что-то, не получается, откатываемся назад. Бог открывает, опять как этот маятник, идем вперед и так далее. Даже вот мы сюда ехали, у нас были какие-то трудности, но если Бог открывает двери, то Он уже открывает. Только, мне кажется, надо быть готовым войти через эту дверь. То есть ты веришь, что-то не получается, ты все-таки ждешь Божьей воли, и обязательно какие-то двери открываются. И главное войти в эти двери. То есть раз ты уже доверился Богу, то уже доверяй Ему до конца. И тогда уже не пожалеешь. Хотя поначалу будешь и плакать, и сопротивляться, и так далее. И так оно как-то у нас получается. Не знаю, как у других. Я не знаю, в каком времени поставить формулировку этого вопроса. Скажем, что для тебя являлось главным вызовом, когда ты переехал сюда? Или, скажем, что, может быть, до сих пор является главным вызовом, который тебя сейчас беспокоит, и это именно вызов духовный? У многих у нас розовые очки спадают, когда мы приезжаем сюда, в Америку. То есть, когда мы находимся там, мы рисуем себе какие-то одни картины. Когда мы приезжаем сюда, все меняется. Картины из голливудских фильмов? Да, картины из голливудских фильмов. Мы рисуем себе все в самом розовом. Когда сюда приезжаем, поначалу, наверное, у нас шок и все наоборот в очень темных тонах. Однако по прошествии какого-то времени ты уже, так сказать, отделяешь одно от другого, понимаешь, в чем было хорошо, в чем было плохо, что было лучше там, что было лучше здесь. Поэтому нельзя мне однозначно сказать, что как бы в духовном смысле стало лучше или хуже, потому что я не знаю, как бы я был бы в духовном смысле сейчас там. Мне кажется, что в чем-то что-то открылось здесь. То есть я стал иногда проповедовать, знаешь, как-то немножко вовлечен во что-то, хотя жизнь в Америке непростая. Жизнь в Америке непростая, здесь нет оплачиваемых. Ну, есть, конечно, но не для эмигрантов, которые не твердо стоят на ногах. То есть оплачиваемые отпуски, больничные, походы к врачу, и все это здесь превращается. Здесь не так, как на Украине, да. Здесь это все не так. Да, то есть у нас на Украине было 3 служения. Пятница вечером, суббота утром, суббота вечерняя. Ну, как служение, да. Здесь, в русскоязычной церкви, 2 служения. Пятница вечером, суббота утром. Да. В американской церкви 1 служение, хотя 3 пастора. 3 пастора, 1 служение, и тенденция идет к тому, что субботнюю школу посещают мало людей.
Сегодня школу посещает от силы 3-4 часть всех людей, которые посещают. Они посещают богослужение, и часто густо людям не нравится просто слово, просто какие-то обличения и так далее. Людям нравится, когда это как шоу, когда можно посмеяться. И я и сам люблю посмеяться. И они запоминаются, эти проповеди, но что-то умаляется, что-то навсегда уходит. То есть не всегда же нам посмеяться надо, и не всегда же нам надо как бы услышать что-то такое, что нас бы... Иногда надо послушать что-то такое, может быть, через этого человека Бог хочет нас в чем-то обличить, что-то нам открыть сказать. важное, да. Мы должны что-то увидеть, где-то что-то поменять в своей жизни. А это не популярно. Превращается в шоу. Служение превращается в шоу. Ты знаешь, я не знаю, какой у тебя опыт общения с другими людьми здесь. Меня огорчает то, что я видела семьи, которые расстаются после иммиграции, потому что что-то происходит в их жизни, и они уже не могут жить вместе. Я видела людей, которые уходят из церкви, хотя до этого они были искренними верующими. Вот какой ты бы мог дать совет или что-то порекомендовать таким людям, как все-таки держать веру в новых обстоятельствах, в новой жизни, когда церковь уже, как ты сказал, играет совершенно другую роль, и когда все, что было раньше, оно уже смотрится в другом свете? Спасибо, очень-очень хороший вопрос. Действительно, очень хороший вопрос. Знаешь, что бы я сказал бы, как бы прошедший через это все человек, который оттуда попадает сюда, если он, конечно, не какой-то там супербизнесмен или айтишник и так далее, для него это стресс. И этот стресс, он растягивается на года, просто на года. Он растягивается, что человек не чувствует себя полноценным. Человек ожидал, что он приедет, и он выучит этот язык очень быстро, и он займет какую-то свою нишу. Он по-прежнему видит, что никто его не ждет. Понимаешь, его не спешат принимать в свой круг американцы в силу каких-то обстоятельств, может быть, языкового барьера. Его церковь, если там, допустим, в России, на Украине, это было больше как семья, то здесь это больше как клуб. Ну, к сожалению, я говорю то, что я чувствую. Понимаешь, поэтому надо просто правильно относиться к церкви, правильно относиться к Богу, наверное, все-таки. То есть, если человек просто держится за свою церковь, за свою религию, но все-таки не нашел этих личных взаимоотношений, даже очень хорошо знает Святое Писание, даже может цитировать, говорить проповедя и так далее и тому подобное, если он не позволяет все-таки Духу Святому, знаешь, вот как-то руководить своей жизнью, это все избитые фразы, мы их очень часто слышим, я и сам проповедую об этом, но если вот конкретно в каждой ситуации жизненной мы не научимся действительно слышать Его, действительно Ему доверять, на самом деле доверять, вот даже то, что нам неприятно, даже то, что нас обличает, даже то, что нас просто сказать: да, Господи, Ты прав, я не прав, я был здесь реально не прав. Я принимаю твою, потому что я тебя люблю. И как бы ни было тяжело, я тебя принимаю. Понимаешь, что получается, люди разочаровываются, а людям очень тяжело винить себя. Они начинают винить обстоятельства, они начинают винить правительство, они начинают винить всех вокруг, но на себя как-то уже, знаешь, вот человеку не свойственно все на себя взваливать. Это когда Бог открывает, я понимаю, что во всех моих проблемах виноват только я. Потому что не послушал Его и поэтому взял свой путь. Поэтому то, что я начинаю винить всех окружающих, оно, конечно же, наши супруги, наши дети и так далее, от этого всего также страдает. У нас происходит какое-то разочарование, недопонимание и так далее, и так далее. Семьи распадаются. Надо быть, знаешь, как в Библии эти слова, надо быть довольным тем, что ты есть, потому что ты не замечаешь все эти блага. Мы очень быстро теряем Привыкаем из к виду. хорошему. Привыкаем к хорошему, и мы не видим, мы не чувствуем, как мы почувствовали, и мы забыли, понимаешь? Мы очень короткая память. Очень короткая память. Если бы человек был благодарен за все то, что Бог совершил, он бы по-другому на это все смотрел.
понимаешь? А для этого надо иметь личные взаимоотношения с Богом. Мгм. Чего желаю себе и всем вообще на самом деле. Потому что религия – это хорошо. Библия – это хорошо. Но Бог не ограничен религией. И Бог не ограничен Библией. Кстати, ты упомянул, что ты здесь проводишь проповеди. И мне интересно как раз, как ты к ним готовишься, чем ты вдохновляешься, с чего начинается этот процесс, насколько это легко. Вдохновляюсь тем, что Константин мне пишет: твоя проповедь через 2 недели. То есть дедлайн. Я очень вдохновляюсь. Я в кавычках, конечно. Не, безусловно, есть какая-то очередь. И знаешь, я такой человек, я не считаю себя слишком организованным. Вот таким, знаешь, организованным. И у меня очень часто, как у того студента, у меня не получается, вот, знаешь, сесть за эту проповедь и начать ее благоразумно, каждый вечер, по чуть-чуть. Я как-то ищу вдохновение, я не знаю, о чем говорить, и для меня это большая проблема. И знаешь, пока что-то вот не ляжет на сердце, я понимаю, наверное, я надеюсь, что я не слишком дерзко говорю, что Бог что-то мне положил, что действительно вот меня зацепило как-то. Я начинаю над этим. Я не говорю, что все мысли, они абсолютно должны быть твоими или оригинальными. То есть, безусловно, ты что-то у кого-то услышал, ты что-то где-то прочитал, а до чего-то, может, и сам дошел. Для меня это у меня нет такой фабрики, знаешь. Я много трачу времени. Ну, то есть у тебя нет такого списка, скажем, уже где-то в голове или список тем на будущее, то есть было бы интересно взять Иногда я в нотах своих телефоне, что-то какая-то мысль пришла, я ее себе там записал. Потом, может, просматривая, я возможно, буду вот это вот использовать, знаешь. Для меня это нелегко. Но это хорошо, потому что, знаешь, на самом деле я когда эту проповедь пишу, то я ближе к Богу. Я действительно ближе к Богу. Я действительно ближе, потому что в другое время суета, она меня съедает, знаешь. Я вроде как бы и хожу, и вроде как бы и делаю, но это все не так. Расскажи, пожалуйста, твои темы проповедей, они больше вдохновлены проблемами, которые ты сам испытываешь, или проблемами, которые ты видишь вовне? Как ты думаешь? Ну, наверное... Ну, скажем, я не знаю, ты видишь, что церковь не вдохновлена, что церковь разочарована, что люди уступают мелочам и, скажем, не проявляют свою веру. Или наоборот, это поиск во мне. Меня беспокоит, что во мне чего-то не хватает, и я об этом говорю. Как ты думаешь? Ты знаешь, я не разделяю так, на самом деле. Мне даже тяжело сказать. Конечно же, самые лучшие проповеди, лучше всего получается, это когда ты смотришь и видишь кого-то. Понимаешь? Но я вспоминаю слова Христа: сначала выйми бревно с своего глаза и увидишь, как помочь своему ближнему. Сучок маленький из глаза. Да. Потому что со стороны оно все тебе как бы видно и все понятно. Может быть, и потому что мы не понимаем всего, что происходит в жизни этого человека, пока сами не окунулись в такие обстоятельства. Поэтому сказать, чего именно больше, я только знаю, что гораздо лучше получается кого-то критиковать. Это получается очень натурально. То есть в этом случае план проповеди пишется буквально за несколько минут. Очень быстро, да. Очень быстро. Ты видишь, тебя это возмущает, тебя наполняет это какое-то негодование. Ты думаешь, ну как ты так можешь заблуждаться? Но сейчас я тебе покажу, что ты не прав. Кстати, вот интересная тема, которая возникает в последние годы. То, что я видела сама, это небольшой рилс, в котором как бы двое ведущих разбирают проповедь пастора. Но я понимаю, что эти ведущие не настоящие, но сгенерированные ИИ. И сейчас все больше и больше такого контента, когда люди используют искусственный интеллект для того, чтобы генерировать контент, в том числе и проповеди. Твое отношение к этому? Ты знаешь, к сожалению, я в этом плане очень-очень такой ортодоксальный. Я вообще не это самое. Ну, то есть ты не применяешь сам. Но как ты к этому относишься? Я не применяю сам. Как я к этому отношусь? Ты понимаешь? Меня это немножко пугает. Меня это немножко все-таки пугает. Но я понимаю, что
весь этот искусственный интеллект это просто компьютер, который просто проводит какой-то мгновенный анализ всего, что в нем есть, а в нем есть очень много чего. И я понимаю, что этот компьютер не ошибается. То есть он тебе как вот в этой игре футбол, знаешь. Раньше там были какие-то вопросы, я извиняюсь просто так, что это самое, что за пример извиняюсь, что раньше были споры, был человеческий фактор, а вот то, а вот все. А сейчас тебе компьютер, тебе этот искусственный интеллект может показать все. Буквально был ли пальчик офсайд или ступня ноги и так далее, и так далее, и так далее. И так и здесь. Это не просто потому, что искусственный интеллект, он в считанные, там, я не знаю, мгновения анализирует огромное количество и выбирает то, что... Но того, чего нет у искусственного интеллекта и никогда не будет, это вот этой божьего дара, знаешь, вот этого озарения, потому что человек, он же создан по образу Бога. То есть что-то новое, чего-то нового здесь не будет. Здесь будет все равно анализ чего-то старого. И я думаю, что даже сам искусственный интеллект, мнение его авторитетное будет меняться с каждым поколением, с каждым... То есть чем больше будет, естественно, людей думать по-другому, тем будет меняться его мнение. И это может очень далеко увести от Бога. Что мы видим сейчас и в Лос-Анджелесе, к сожалению. К сожалению, мы видим эту толерантность. Мы думаем, что, знаешь, вот мы приезжаем, и мы что-то можем поменять, но мы не учитываем, что это вот окружающая среда, она нас меняет. И мы становимся толерантными, и мы не так уже относимся к каким-то грехам. Мы уже по-другому интерпретируем некоторые стихи в Библии, так как нам более удобно, чтобы себя что не чувствовать дискомфорт. Может быть, Бог хочет нас обличать, а мы уже смотрим на это не так. Поэтому извини, что я так широко. Просто неожиданный вопрос. Я думаю, это неизбежно. Это будет. Это неизбежно, это будет. Я думаю, сейчас уже достаточно много контента, в том числе и христианского. И, насколько я знаю, и христианские песни генерируются искусственным интеллектом. Ну, а с другой стороны, а почему нет? Скажем, это ускоряет время подготовки проповеди. Опять же, ты какие-то мысли закладываешь, и он просто добавляет гораздо быстрее какие-то речевые обороты, позволяет быстрее находить тексты. Или, скажем, каждый пастор должен подписать, как Мартин Лютер, и поставить, прибить буквально к воротам: я никогда не буду использовать искусственный интеллект. Точка. Или это работает не так? Каждый решает для себя, но... Я уверен в том... Ты знаешь, как машина. Вот машина есть классная машина, крутая, хорошая, все. Но она собрана на конвейере, таких машин собрано там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. И есть какие-то эксклюзивные, как кастомайз, понимаешь? То есть она сделана конкретно. Она стоит в разы больше, в десятки раз больше, но ценят почему-то это. Вот так вот и здесь. Знаешь, тем более... Не случится ли такое, что люди перестанут, собственно говоря, искать какого-то вдохновения, перестанут искать какого-то водительства у Бога? То есть искусственный интеллект, он за тебя всю эту работу сделает, он тебе подберет, он сделает так, что твоя проповедь будет успешная, она будет интересная, она поднимет темы, которые наболевшие и так далее, и так далее, и так далее. Это инструмент, который, наверное, надо использовать, но вот касательно проповедей все-таки я не знаю, как... Не разучимся ли мы вообще слышать то, что Бог хочет нам сказать, понимаешь, в этом случае? Хотя как инструмент, если кто-то может его использовать как инструмент, и чтобы оно не навредило вот этому вот нашему духовному слуху, пожалуйста, пусть использует. Но очень большой соблазн, знаешь. Я знаю, что ты любишь и довольно часто используешь юмор, в том числе в проповеди. С одной стороны, это момент, который помогает растопить лед, сделать какое-то введение и облегчить коммуникацию. С другой стороны, возможно, это немножечко облегчает саму тему, делает ее более легковесной. Может быть, у тебя есть какой-то секрет или рецепт, как все-таки применять юмор, в том числе как бы в духовных мыслях, но при этом не использовать его чрезмерно и не переходить в пошлости? Спасибо, хороший вопрос.
Знаешь, как бы это, наверное, нелегко все-таки держать какую-то грань, какой-то баланс. С одной стороны, чтобы это не превратилось в шоу, Да, я соглашусь. когда людям просто поржать. Я сам очень это люблю, знаешь, но при том всем не упустить главное. Но с другой стороны, понимаешь, когда это слишком проповедь какая-то, подается какая-то информация, она подается очень занудно, то, скорее всего, знаешь, вот как песня, она не носитель информации, так часто густо... Я думаю, что часто проповеди, они не носители чего-то нового. То есть человек, как правило, проповеди слушают люди, которые неплохо разбираются в Библии, в очень-очень многих нюансах. Если ты, конечно, не пытаешься найти какую-то сенсацию, потому что я вижу такое течение есть тоже. Люди пытаются найти какую-то сенсацию, вытащить, и вау, мы никогда этого не знали, мы читали множество раз и так далее. Юмор, он в первую очередь нужен мне. Понимаешь, это позволяет мне действительно как-то не стакнуть, потому что я человек не публичный, я очень... Стакнуть ты имеешь в виду быть более официальным, да. зашоренным, но да. И вот, знаешь, более расслабленным. Да, вот это я так заметил, когда ты просто говоришь какие-то свои примеры, еще что-то с юмором, люди слушают. Когда ты начинаешь переходить на какие-то вещи, которые они знают, у них просто отключается внимание. Потому что это кажется им знакомым. Потому что это им кажется просто ужасно, но это кажется им просто банальным и неинтересным. Поэтому это, наверное, большое искусство как-то преподнести так, чтобы оно было не вульгарно. Да. Естественно, конечно. Это неуместно вообще совершенно. Если это вульгарно или если это в каком-то... Это же все-таки не comedy club и так далее. Ну, бывали у тебя у самого такие провалы, когда ты думаешь, ой, нет, лучше бы я эту шутку не говорил? В жизни постоянно. Вот даже вчера. Вот даже в жизни постоянно. Да нет, вчера, сегодня. Катя была вчера на аргентинском танго. И мы поехали проведать бабушку Розу. Я не знаю, надо ли вообще так говорить, но я говорю. Сегодня мы ее проверяли, Катя делает ей уколы. Верующая из церкви женщина, да. А там была женщина, caregiver, которая помогает за этой женщиной следить. И Катя говорит, что-то говорит о танго. А как ты относишься к танго? Или эта девушка меня спросила, или кто, я не помню. Я говорю, стриптиз я люблю, конечно, больше, но танго тоже ничего. Зачем я это сказал? Зачем я это сказал сейчас? Знаешь, это была глупость вообще. Это была глупость, потому что она мне сказала, никогда бы не подумала такого о тебе. Но вот такое бывает в моей жизни. То есть я никогда не видел стриптиз, к сожалению, шучу. Это мы вырежем. Да, окей. Можете не вырезать. Но я просто иногда вот так ради какой-то шутки, то я действительно потом об этом сожалею. Я реально об этом сожалею, потому что я это понимаю, но для каких-то людей это может быть каким-то, знаешь, то есть они думали, они-то думали, что вот этот парень, он там какие-то проповеди пишет, а он вдруг тут такое вот выдает. Хотя я понимаю, что если у людей все нормально с юмором, то они понимают, что я просто шучу и все. Я видела, что однажды ты записывал, скажем, ты говорил проповедь на тему смысла жизни. Возможно, эти смыслы жизни у тебя меняются. Вот как ты сейчас отвечаешь на этот вопрос для себя? В чем твой смысл жизни? В чем смысл жизни? Ну, не хотелось бы, знаешь, так раздваивать духовную жизнь, отделять все-таки от мирской, но было бы и нечестно говорить просто такие фразы, смысл жизни, там, в которые ты не совсем вот и не всегда веришь, скажем так. Мне хотелось бы, чтобы смыслом жизни было действительно вот получать постоянное Божье одобрение того, что ты делаешь. Вот я хотел бы сказать такие слова. Честно, я хотел бы сказать. Я хотел бы, чтобы моим смыслом жизни было то, что Господь всегда одобрял то, что я делаю, то, что я выбираю. Но я понимаю, что это было бы нечестно, потому что на самом деле у меня качели. Как, наверное, у каждого человека или у многих людей.
То есть у меня качели, сегодня я хочу того, что я даже, может быть, и понимаю, что это Богу не угодно. Или я где-то пытаюсь форсировать какие-то обстоятельства, или я слишком становлюсь мирским и забываю какие-то вещи, время свое трачу не на то, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, иногда чисто по-мирскому мне хотелось бы, чтобы я не стрессовал. Мне хотелось бы иметь какую-то гармонию в жизни. Но всего бы это было бы недостаточно все-таки без Бога, понимаешь? То есть я хотел бы не стрессовать, да, я хотел бы не стрессовать. Я хотел бы иметь работу, которая меня только радовала, и я хотел бы на нее идти, да, я хотел бы иметь ее. Но какой ценой? Мгм. Ценой того, что я променял бы что-то такое, вот знаешь, что угодно Богу, я бы не пошел бы на это. Поэтому вот такие вот качели, вот такая вот борьба, вот такой вот смысл жизни, знаешь, он постоянная борьба, то есть плотского человека, духовного человека. Во мне так, по крайней мере, происходит, знаешь. Это такой непростой вопрос, знаешь. Плоть хочет одного, но с духовной точки зрения ты хочешь спокойствия, мира и так далее, и благополучия, и чтобы все было хорошо. Угодно ли это Богу? Когда мы смотрим на Библию, мы смотрим, что Бог избранным своим пророкам и так далее, он не ставил им часто густо какие-то простые задачи. Наоборот, эти задачи были просто невообразимо тяжелыми. Эти противостояния с людьми и так далее, и так далее. Напоследок я бы хотела прочитать один текст из Библии. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 текст. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Если бы у тебя было чуть больше веры, то кому и что бы ты сказал или сделал? Без всяких сомнений я бы себе сам сказал что-то, знаешь, потому что я понимаю, что человек – существо слабое. И я в том числе существо слабое. И очень часто вот как раз этой веры не хватает для того, чтобы принять решение мне самому лично. Я бы, скорее всего, эту веру использовал для того, чтобы все-таки не столько правильно понимать Божью волю, как все-таки искать Его воли и следовать ей. Знаешь, вот самая большая гора в жизни человека – это он сам. Мгм. И это он сам, это я в этом убежден. Все остальное, если есть воля Божья, ты сдвинешь любую гору. Но если ты не хочешь ее сдвинуть, если вот у тебя на сердце лежит этот камень все-таки эгоизма, все-таки себялюбия, все-таки частично Бог, а частично я, то Богу очень тяжело с тобой работать. Вот этот камень, это вот камень, который на сердце, эгоизм, семялюбие. Если бы можно было его сдвинуть любому из нас, то есть если бы мы действительно больше доверяли, то, я думаю, успех в духовной жизни был бы более очевидный и для себя, и для окружающих. Спасибо, Сергей. Спасибо Я вам. очень ценю наш честный разговор, твои честные ответы. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, Ирина. Спасибо, Богом. рад был участвовать. Спасибо.